оценила риск наступления из Беларуси. В каком месяце можно его ожидать? Неужели началось? Взрыв дрона возле крупнейшего предприятия Беларуси. Почему власти пытаются это скрыть? Белорусские НПЗ приостанавливают работу. Российский топливный кризис все ближе. Скандальная отставка главы погранслужбы. Генерал применил оружие к мигранту. Причем здесь Беларусь? Тысячи людей в очереди на польской границе. Когда это закончится? Бутылка вина по цене квартиры. Кто в Минске пирует во время чумы? Вечер вторника. Я Евгений Булка и Нехта Плюс. Главная повестка прямо сейчас. В украинской разведке оценили вероятность новой российской атаки с севера, в том числе в направлении Черниговской или Киевской областей. Замглавы ГУР Вадим Скибицкий говорит, теоретически такой сценарий возможен, но прямо сейчас признаков подготовки наступления нет. Ключевой фактор, по его словам, новая мобилизация в России. То есть, если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам. При этом на ближайшую перспективу разведка угрозы не видит. Может ли противник начать наступательные действия с севера в этом году? Теоретически да, но на практике нет условий, индикаторов, показывающих, что они готовы к этой операции. Нет войск для этого. По данным ГУР, российская группировка совокупно с резервами сейчас насчитывает около 735 тысяч. Но Скибицкий подчеркивает, реальные сроки и возможности новой атаки будут зависеть прежде всего от того, решится ли Кремль на еще одну волну мобилизации. 18 августа Лукашенко отправился на предприятие по производству стрелкового оружия, где ему подарили полностью отечественный автомат. Более подробно об этом в утреннем выпуске. Затворы передергивали в Минской области, а перепугались в Жлобине. По сообщениям местных жителей, прямо возле белорусского металлургического завода мог упасть неизвестный беспилотник. Инцидент якобы произошел около 8 утра. Люди рассказывают, что сначала услышали звук, похожий на взрыв или сильный раскат грома, а затем появилась информация о падении дрона в районе МБМЗ. Официально пока ничего не произошло, поэтому ни происхождение беспилотника, ни точное место падения, ни возможные последствия не подтверждены. Что же это могло быть? Еще одно подтверждение, что война уже в Беларуси, или мягкое предупреждение любителям стрелкового оружия лучше не дергаться. Автомат дрону не соперник. Делитесь вашими комментариями. В Литве после скандала на границе с Беларусью ушел в отставку глава погранслужбы Рустамас Лубаевас. Этот пост он занимал с 2019 года. По словам министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса, генерал сам сообщил о решении уйти, чтобы не наносить ущерб репутации службы. Я уважаю его решение и рассматриваю его как ответственный шаг в сложившейся ситуации. Причиной отставки стал инцидент 26 июля. Тогда литовские пограничники обнаружили тоннель у границы с Беларусью и попытались задержать мигрантов. Во время стычки одного из сотрудников чуть ли не силой утащили на белорусскую сторону. Освободиться ему удалось только после того, как он достал табельное оружие. Но в первоначальном официальном сообщении погранслужба об этом нападении вообще не рассказала. И уже после публикации в СМИ возник вопрос, почему настолько серьезный эпизод оказался скрыт. Кателинас заявил, что появились вопросы не только к полноте и своевременности информации, но и к самим обстоятельствам происшествия. В итоге глава погранслужбы решил уйти сам. Довольно показательная история. В демократической стране после скандала руководитель ведомства отвечает своей должностью. На белорусской стороне границы подобная политическая традиция не прижилась. Все лето белорусские нефтезаводы спасали российский рынок от бензинового кризиса, а теперь готовятся встать сами, прямо перед новым осенним скачком спроса. Новополоцкий НПЗ «Нафтан», один из двух белорусских заводов, которые активно наращивали поставки топлива в Россию, готовится к плановому ремонту в сентябре. По данным Асинт-мониторинга, к августу из 33 крупных НПЗ России 10 полностью выведены из строя украинскими дронами. Еще 13 работают с ограничениями по загрузке, и только
только 10 функционируют в штатном режиме. В радиусе поражения уже практически все крупные заводы от Москвы до Ухты. В июле, по данным Reuters, Беларусь поставила в Россию рекордные объемы – 212 тысяч тонн бензина и 162 тысячи тонн дистоплива. Но уже в начале августа отгрузки резко просели. Российские покупатели просто рассчитывали, что собственное производство наладится само. Суммарно Мозырские и Новополоцкие НПЗ в среднем экспортируют в Россию около 160 тысяч тонн в месяц. Капля в море для 3-миллионного спроса, но эта капля сейчас критическая, пока треть российских мощностей простаивает после украинских атак. Эксперты прогнозируют, ремонт на Новополоцком НПЗ в первую очередь ударит по Поволжью. Регион напрямую зависит от поставок этого завода. Парадокс. Пока украинские дроны методично выбивают российские нефтезаводы один за другим, Беларусь все активнее подпитывает соседа топливом, но стоит остановиться на плановый ремонт даже одному белорусскому заводу, и баланс на российском рынке трещит по швам. Спасатели видели с дрона тела, лежащие в месте схода снежной лавины, но подтвердить это официально пока не могут. МЧС Кыргызстана опровергла сообщение об обнаружении тел 3 пропавших альпинистов на пике Карумду, среди которых были 2 белоруса и гражданин Литвы. 16 августа поисковики нашли только обувь пропавших. До этого рюкзак, спальный мешок и пустую палатку. Официального подтверждения гибели по-прежнему нет. Поисковую операцию сейчас приостановили. Из-за таяния льда на вершине работать опасно. Возобновить поиски планируют не раньше конца августа или сентября. Белорусы Максим Полянский, Николай Свиридов, а также литовец Сергей Рубцов перестали выходить на связь 4 августа, уже во время спуска с высоты около 6 тысяч метров. Брат литовского альпиниста рассказал, что тот должен был встретиться с транспортом через 2 дня, но так и не вышел на связь. Родные пропавших предупреждают, сбор денег на поисковую операцию уже закрыт с 14 августа, и любые новые сборы от имени семей – мошенничество. На белорусско-польской границе снова огромные очереди. По данным Госпогранкомитета, сейчас с выезда в Польшу ждут почти 2000 легковых автомобилей. Самая тяжелая ситуация в Бресте. Там в очереди стоят более 1200 машин и еще 42 пассажирских автобуса. В Брузгах застряли почти 500 легковушек, а в Берестовице еще более 200. Не лучше и с грузовым транспортом. В Козловичах оформления ждут более 1000 фур. Еще 245 стоят в Берестовице. Для сравнения, на границе с Литвой и Латвией очередей из легковых автомобилей сейчас практически нет. А на латвийском направлении нет и очередей из грузовиков. Так что польское направление снова превращается в бутылочное горлышко. И для тех, кто собирается ехать через границу, ожидание вполне может стать отдельной частью путешествия. Одна бутылка и уже не до закуски. Жительница Минска опубликовала в Threads фото винной карты одного из ресторанов столицы. Там бутылку французского вина «Петрусь» 2007 года можно попробовать за 24 300 рублей. «Петрусь» 2007 года – известное коллекционное вино из помироля. Рыночная цена в Европе около 2880 евро. Это примерно 10 тысяч рублей. А на аукционе Sotheby's в 2024 году стоимость одной бутылки оценивали в 1800 или 2400 евро. Получается, минский ресторан предлагает вино вдвое дороже рынка. Но кому? Видимо, винишко не совсем для белорусов. За 24 тысячи рублей в некоторых райцентрах можно купить жилье. Например, в Слуцке трешку площадью 38,9 квадратных метра предлагали за 16 300 рублей. И еще на мебель останется. Или другая отечественная математика. По курсу в алкоединицах один французский «Петрусь» – это 2260 родных поллитровых водки. Но мы все же за умеренное употребление и семейные ценности, поэтому и пересчитаем на семейный бюджет. При средней зарплате по стране 3104 рубля на эти деньги более-менее обычная семья может прожить 4 месяца. Кто-то в Минске за один вечер может выпить бюджет, на который семья в райцентре живет до Нового года. Хотя, с другой стороны, хороший алкоголь требует хорошего повода, и он у белорусов еще впереди. Мы очень ценим ваше внимание и наши отношения. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи уже утром.